Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня зимний разбор образов наших подписчиков. Посмотрим, как они одеваются зимой. Итак, наш претендент номер 1 Сергей Шеметов. Вот так, чтобы никому не показалось мало. Сидя в чистом поле на своем стуле с чашкой пустой, как сам заметил Сергей, сам связал водолазку и теперь хвастается. Конечно же, он шутит, а мы не шутим, мы серьезно подойдем к его образу и скажем следующее. Во-первых, даже если это очень теплая шерсть, в такой можно простудиться. Наверняка на улице уже минусовая температура, поэтому, Сергей, берегите себя и одевайтесь потеплее. Валенки высокие, прорезиненные, замечательные. Ходить как раз по такой погоде. Может быть, вы на охоте и добываете куропаток. Я не знаю, на кого можно охотиться в такую погоду. Но вообще по стилю это похоже на такого английского охотника. Не хватает где-то ружья и трофеев. Сама кепка. Тоже по стилю очень хорошо она сочетается, кстати, с водолазкой, и классное сочетание брюки и водолазка. Но есть одно но: с такой бледной кожей, такой яркий оранжевый, немножечко диссонирует. Понимаю, солнца нет, хочется чего-нибудь яркого, но помните, Сергей же раньше присылал нам уже свои фотки в разбор образов, и вот в серой гамме, кстати, он тоже там ходил по полям, он выглядел намного органичнее, а вот такой цвет больше подойдет как раз людям с теплой внешностью, с большой насыщенностью. Скажем так, рыжеволосым, веснущатым джентльменом. Таким, как пели в группе Иванушки. А так вообще образ, конечно, провокационный, прикольный. А тут есть еще часы на руке, какой-то винтаж и ремень. Вообще, конечно, умеете вы это все завернуть. Я зашел на страницу Сергея, посмотрел другие его кадры. Посмотрите, как он косплеит известного шеф-повара. Хотели острых козырьков. Вот вам острые козырьки. В общем, этот парень понимает в стиле. И с цветом нужно совсем чуть-чуть доработать. Вообще образ довольно прикольный, хоть и на первый взгляд эксцентричный. Вот так с гитарой в поле. Умеете, Сергей. Спасибо вам за смелость. Следующий наш участник Алексей Федькин, который пишет, что гулять – это развлечение для плебеев. И сам при этом, по-моему, вышел погулять. Что можно сказать про его образ? Здесь такой образ отличника. Рубашка с галстуком и с очень высоким раунднеком. Галстука здесь практически не видно. Пиджак не наблюдается. Здесь просто куртка какого-то очень теплого оттенка. Это трикотаж. Все остальное холодное, по-моему. И он немножко так отсюда выбивается. Хотя по фактуре и по посадке все здесь выглядит достойно. Единственное, что мне не нравится, это воротничок, который вылезает из-под этого трикотажа. Там его надо расправить. Но мне кажется, что такой свитер, он точно не ваш, и носить вам его не следует. Тем более в таком сочетании. Если хотите носить раунд-нек на рубашку с галстуком, это допустимо, но вырез должен быть немножечко глубже. Как раз такие свитера, у которых глубокий вырез, их на голое тело не особо-то поносишь, потому что будет видно все, что видно. А в целом куртка, шарф, все это сочетание, и даже поза ваша мне нравится. Брюки правильной длины, правильной ширины, ботинки. В общем, надо брать. А я уже вижу, что вы раньше тоже участвовали в нашем разборе. Я же захожу еще, смотрю другие фотографии. Вот здесь, конечно, намного моложе, кажется, этот джентльмен. Лет так, наверное, на 10. Следующий наш участник довольно молод. Александр по фамилии Окара. Может быть, это псевдоним. Прислал нам вот такой интересный, элегантный образ с темной рубашкой и светлым галстуком. Что мы можем сказать?
По посадке, ну, все неплохо, все сидит хорошо. Видно, что вы большого роста. Конечно, с такого ракурса, когда фотографируетесь, кажется, что у вас 45-й размер обуви, а ноги довольно худые. Я знаю, что это не так, но ракурс не самый удачный. Что касается темной рубашки, она здесь выглядит интересно, но я бы тогда убрал этот галстук. Яркий, еще и завязанный таким стареньким узлом. Такой узел вязать не слишком прилично уже в 2022 году, хотя многие его любят. Но, в общем, галстук этот не отсюда. Просто если был открытый воротничок и открыта одна пуговица, этот образ выглядел бы намного интересней. Тогда был бы уместен и этот крупный джинсовый ремень. Так галстук добавляет вот этой элегантности. В общем, галстук здесь все портит, а все остальное вот без него вообще прям отлично, надо брать. Вот, посмотрите, какая посадка, все достойно сидит. Даже платок этот можно оставить. Ага, пиджак в клетку, и здесь на пиджаке я рассмотрел цвет клетки такой же, как цвет галстука, поэтому там задумка в нем все-таки была. Думаю, что можно тогда попробовать взять сюда не джинсы, а брюки и взять сюда какую-то рубашку посветлее. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Александр, спасибо, очень неплохо, хорошо получилось. Вот, следующий наш участник Ugly Writer. Даже Бервик 1707 Official лайкнули эту фотографию. Наверняка он отметил их, да, он отметил их обувь. Вот, всегда приятно посмотреть, что же носят наши участники. Обувь Бервик, амбар винтаж, да, это какая-то старинная история, винтаж это хорошо, но выглядит так по-дедовски, конечно. Вы знаете мое отношение к таким нарочито английским вещам. У нас в прошлом обзоре участвовал Андрей Покатаев. По-моему, Андрей каким-то образом знаком с этим парнем. Может быть, они, по-моему, даже что-то я такое слышал. По-моему, они даже братья. Может быть, кровные, а может быть братья по стилю, но ширина брюк у них схожая. Высота этих брюк тоже заканчивается где-то около груди. Короткий галстук. Наверняка парень-то молодой. Смотришь на него и лет 30, кажется, ему. Так, чисто по лицу. Но одет, как будто ему 45, а то и больше. Сумка шопер из ткани. Ну, экологично, наверное, да. И даже по цвету там эти лямки как-то с чем-то играют с брюками. Но в целом образ выглядит как-то немножечко, будто мы сели на машину времени и улетели непонятно куда. Давайте посмотрим другие образы нашего зрителя. Вот, здесь он похож тоже на героя фильма «Брат 2». Ну, такое начало 90-х. И все, что можно было урвать на точках с форцой, он урвал. Вот такой образ. Ну, вообще, конечно, стиль в этом всем есть. И человек в этом явно понимает. Даже такие вот светлые носки понимает, как носить с такой бежевой рубашкой. Этот стиль наверняка отсылает нас куда-то в Англию, к самим истокам, к самим основам. Но чисто по-человечески, наверняка у этого стиля даже много почитателей. Но, друзья, я не знаю, хоть убейте, не могу... Я бы так не оделся, наверное, никогда. И никого из своих клиентов или друзей в таком стиле не одел. Хотя это, я не знаю, для съемок в кино про закат СССР, может быть, или про шпионов английских, или про Шерлока Холмса.
Ну, то есть смотреть на это как на какую-то абстрактную историю или как на исторический какой-то артефакт забавно. Видеть это в городе и в Инстаграме в 2021 году. Я смотрю, что даже какие-то мои знакомые это все лайкают. Ну что ж, друзья, мне интересно мнение женщин. Если бы вы увидели джентльмена, одевающегося подобным образом, что бы вы о нем подумали? Интересно, важно ли мнение женщин Агли Райтеру? Спасибо за смелость. Переходим к следующему зрителю. Следующего зрителя зовут Игорь. Он кого-то выглядывает. Кто-то его позвал, типа: Игорь, он: что, я тут в матч-разборе участвую. А участвует Игорь, ну, кстати, очень даже неплохо участвует. Лоферы, брюки чинос, рубашка, баттон-даун и блейзер. Есть аксессуары на руках, ремень, все красиво, все по книге, все сидит хорошо. Жалко, что Игорь к нам стоит правым боком. Наверняка у него еще какой-нибудь красивый нагрудный платок в кармане. Ухоженная щетина. В общем, Игорь молодец. Не убавить, не прибавить. Серый, синий, коричневый. Да, отличный образ на самом деле. Что уж мы будем тут цепляться. Игорь молодец. Респект. Следующий образ. Еще один Игорь в двубортном, полосатом, можно сказать, гангстерском костюме. Что мне здесь бросилось в глаза сразу? Во-первых, то, что его лайкнул бывший фэшн-редактор Эльмен Ukraine Рома. Это о многом говорит. Во-вторых, бросились в глаза вот эти яркие пуговицы и яркие петли. Два варианта. Либо это пиджак из недорогих, потому что пуговицы эти издалека выглядят, ну, довольно простовато. Или наоборот, этот костюм пошит на заказ, или Игорь попросил кого-то, чтобы ему специально петли обметали вот так нарочито и поставил сюда эти пуговицы. Не могу понять пока. Но они, конечно, являются здесь основной такой стилеобразующей деталью. Смотрит Игорь на часы. Жалко, мы не видим, что это, но это часы на браслете. Ладно, я думаю, что по стилю они сюда подходят. Галстук, платок между собой сочетаются хорошо. Они схожих тонов, но из разных фактур. Жалко, что не видно брюк. И, ребята, на будущее присылайте свои фотки в полный рост. Последний раз мы используем половину Игоря. Игорь, нам хотелось бы видеть еще ваши туфли. На следующем фото Геннадий Кинг прислал нам вот такой забавный стрит-стайл. Очень знакомый стрит. Мне кажется, я гулял недавно по этой улице в городе Днепропетровске, но такого парня не встречал. Джинсы, кроссовки, чуть оверсайз куртка с накладными карманами и добродушная улыбка. Хороший casual образ, мне очень нравится. И вообще, единственное, что джинсы можно было бы и подшить. Они у вас просто здесь подвернуты, это заметно невооруженным глазом. А может быть, вы их недавно урвали и идете в ателье подшивать. Пока будут подшивать, вы посидите, подождете, выпьете кофейку, потому что улыбка у вас такая, будто бы вы идете пить не только кофеек, но и шампанское. Спасибо за смелость. Напишите, пожалуйста, где была сделана эта фотография. А мы переходим к следующему человеку, который подписал свою фотку на немецком, но поставил наш хэштег. Так, Хамзат Джанибеков его зовут. Очень красивые парные фото с девушкой. Хамзат, вы просто романтик. Значит, что здесь по факту? Все как мы любим. Рубашка с контрастным воротником и галстук. Ну, галстук по стилю прям похож на Стефана Ричи. Но мы понимаем по пальто, что это точно не Стефана Ричи. Это что-нибудь попроще. Но выглядит довольно увесисто и дорого. Так, друзья,
Вот Хамзат прочитал мои мысли, снял пальто, отдал его девушке. И мы видим, что он находится в таком довольно прикольном не то кардигане, не то пиджаке. По стилю он, конечно, более расслабленный, чем галстуки. Это рубашка. Чуть-чуть по консервативности рубашка с галстуком его перебивают. А вот ремень с пряжкой такой накладной большой, это как раз больше под джинсы. То есть здесь либо надо костюм поменять, либо рубашку с галстуком поменять на какую-то менее формальную, например, голубую, вьёлочку, херрингбон и без галстука, либо с галстуком, но вязаным зимним. А вообще задумка и фотосессия, там, где вы со своей девушкой, очень классно это все выглядит. А это снято в Минске. Вот, поэтому, Хамзат, спасибо за смелость, и прям все отлично, все круто. Следующего зрителя зовут Вячеслав Шереметьев. Фотку он опубликовал из Англии. Посмотрите, какой интересный комплект. Вот такой двубортный пиджак, который с большой вероятностью когда-то был костюмом. Потому что, ну так, через экран телефона, конечно, ткань кажется довольно гладкой. Сидит по фигуре замечательно. Сочетание с галстуком, платком, запонки. И, в общем, использованы все аксессуары, манжеты на брюках. Ну, в общем, вот крупная фотография. Но скажу так, для отдельного пиджака ткань довольно гладкая. Если вы потеряли от него брюки, ну, можно еще простить. Если брюки ждут дома, они же скучают, надо их носить вместе с вашим пиджаком. Еще, мне кажется, сюда этот галстук слишком темным. Он такой, как черное пятно на этом образе светлом. И, ну, девушка в красном, конечно, когда стоит рядом, ничего другого не замечаем. Но галстук можно было попробовать сюда чуть-чуть светлее. А вот на этой фотографии, ну, прям сильно видно, что это костюм. Я могу представить эти брюки, которые сидят дома, плачут, что вы не взяли их на такую замечательную вечеринку с красным вином. А следующий образ мой любимый в этом выпуске. Просто я наслаждаюсь. Очень круто все выглядит. Его Величество Коверкот. Это уже знакомый нам участник, сын White Duke. Посмотрите, какой стилевой акцент здесь играют желтые перчатки. Они являются центральным акцентом. Они не привязаны ни к чему абсолютно и работают на контрасте. Все остальное довольно гладкое, без каких-то ярких деталей. Это все природные, малонасыщенные пастельные оттенки. Здесь рыжие ботинки, здесь довольно широкие, кстати, тоже такие в английском стиле. Брюки, это то ли фланель, то ли плотный хлопок. Знаменитое пальто Covercoat с воротником кромби, с замшевым подворотничком. Очень красиво это выглядит. Цвет вам к лицу, по насыщенности тоже все супер. С шарфом и кепкой, ну, в общем, аксессуары подобраны мастерски. Зонт мне тоже очень нравится. Ну, в общем, просто супер гуд. Конечно, хочется, чтобы вы сняли еще шарф, и мы посмотрели, какая же там рубашка. Но вот на этой фотографии я не могу смотреть на ширину брюк. Может быть, кому-то и нравится, но при довольно узком крое пальто, который подчеркивает вашу фигуру, но брюки какие-то прямо шаровары. Еще фас смотрелось хорошо, но в профиль, когда вот так боком, многовато. Может быть, перейдете на светлую сторону силы, сделайте их чуть-чуть, буквально вот сейчас, наверное, 21 сантиметр, ну хотя бы 19 сантиметров внизу. И будет вообще все просто песня. Хотел фотографию в рубашке, вот, есть. Посмотрите, какая игра фактур. Пиджак в мелкую клетку,
рубашка в мелкую полоску, но между собой они спорили бы, если бы не этот галстук. Галстук яркий, насыщенный, в широкую полоску, уравновесил здесь все. И он связал по цвету между собой пиджак. Здесь есть те же тона, что и в галстуке. Есть и желтый, и есть вот этот такой темно-синий. И даже, по-моему, есть зеленый. Мне сейчас валит лампа в глаза, я уже не вижу определенные оттенки. Здесь красные носки, ребята, в том же образе, который был с желтыми перчатками. Вот они, желтые перчатки. Это оленья кожа, это еще не просто себе перчатки, это что-то достойное. Напишите нам, где вы такие купили. Здесь отмечено, вот, они куплены в чек-руме. И бренд называется Estragoz. Кто еще не подписан, можете подписаться. Шикарное сочетание с вельветовыми брюками. Это легкий фланелевый пиджак. И по цвету вот одна из клеточек четко попадает в эти брюки с ремнем. Ну, в общем, услада глаз. Я думаю, что если бы еще кто-то вас приспал и вам эти брюки ушил, не было вообще цены этому образу. Ну, посмотрите, такой настоящий ирландец. Классные образы, наслаждаюсь просмотром. Посмотрите, 2 пуговицы на пиджаке. Это то ли пошитый на заказ пиджак и пошитый так, как вы захотели, или же найденный где-то в винтажных магазинах. Тоже очень интересно узнать. Напишите нам. На сегодня все, друзья. Этот образ выше всяких похвал. Так держать. Для того, чтобы попасть в разбор, ставьте под своей фоткой в инстаграме хэштег #матчразбор, так как вы видите сейчас на экране, и вы обязательно к нам попадете. С вами был Валерий Мартыненко. Увидимся в новых роликах.